Сань, ты где? Возвращайся, лампы возрядились. Подожди, стой, может он наоборот как помощи ищет или что? Или может это не он? Сань, ты потерялся? Стой, 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 я тебя вижу. Сань, ну ты что, гонишь что ли? Ну тебе же говорили не делать вот эту хуйню. Стой там, я иду за тобой. Погоди, нельзя разделяться. Ну не дайте без геройства, ну тогда здравая логика быть, хоть у кого-то. Слышь, в натуре веревка, пацаны. На ней что-то есть, но она идет в обвал. Ну ты пи***ц, Саша. Старица – древний русский город, манящий к себе тысячи туристов со всей страны. Множество памятников, музеев, церквей, гостиниц и кафешек на поверхности, а также огромная сеть рукотворных каменоломен под землей. В сопровождении профессионального гида мы изучаем одну из каменоломен, расположенных под Старицей, для того, чтобы понять, где находится наиболее удобная точка для ночевки, во время которой мы бы смогли попробовать зафиксировать что-то необычное, ведь про эти места ходит много слухов и легенд. Впрочем, наличие провожатого не мешает нам заблудиться в этом месте при первом удобном случае. А когда гид и вовсе покидает нас, мы остаемся один на один с местными летучими мышами и лабиринтами. Сегодня нам будет нужно пересилить себя и отправиться изучать те места подземелья, в которые не принято водить экскурсии. И да, самое интересное, что нам удалось выяснить, это место может являться логовом Кощея Бессмертного, того самого, который по праву занимает место главного злодея в пантеоне русских сказок. И род вообще Кощеевых, в принципе, может идти на много столетий до того, как мы знаем, кто реально был оригинальный прототип. И краеведы нашли упоминание о каком-то худом кузнеце, который жил на окраине Старицы и ковал какие-то очень крутые уникальные серпы. Там у него кролик внутри, и яйцо, и иголочка, все надежно сохраняется. Что, я не знаю, ребят, почернела игла. Мы никого не пугали, если что, до этого момента. Ну все, погнали. Ну все, давайте, пацаны, ни пуха, ни пера. Жесть, блин, это точно не туристический маршрут, я хочу сказать. Иди очень аккуратно здесь, я камни по ногами слышу, как двигаются. А что тут? Тут воды, что ли, прибавилось? А может, сюда нельзя было заходить? Не знаю, смотри, они вообще еле держатся. Смотри. Блин, я не верю, что мы это делаем до сих пор. Это какой-то абсурд для меня. Сейчас у меня фонарь сел на камере. Вообще с концами? Да. Вообще насмерть. Надо обращаться, сейчас фонари сажаются. Короче, надо туда идти. Куда? Туда, там как вниз уходит углубление. Сейчас будет самая интересная часть, ребят. Ништяк, кровать. Привет, Серега. Привет. Что делаешь? Действительно, под Старицей есть такое место, которое местные называют не иначе как замок Кощея. И вот в этом самом замке находился спуск в эти подземелья, в которых мы и планировали заночевать. Как выяснилось, и мы об этом обязательно дальше поговорим, в этих местах действительно мог жить, а может быть и живет до сих пор, человек, который является прототипом вот всеми известного Кощея Бессмертного. Как бы там ни было, все мы прекрасно знаем, что больше всего на свете Кощей Бессмертный трясется над своим бессмертием. Секрет которого заключается в этой извечной вот цепочке. Ларец, в нем находится заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке иголка. В яичке. Давай, ты и так очень много уже наговорил там про яички свои, иди давай. Да не про свои же Иди. я, про кощеевские.
Прошу простить моего коллегу, он сам не ведает, что творит. Но яичко – это медицинский термин. В нашем же случае речь ведется о простом курином яйце, внутри которого и хранится смерть Кощеева в виде иглы. Эту иглу вместе с каноничным ларцом с уткой и зайцем мы принесли с собой. На всякий случай, как оберег и гарантию того, что внутри пещер с нами ничего не случится. Ребят, это 60-й выпуск, юбилейный. И мы попали в первый новый для нас биом. О, мышь. Что, блядь? Мышь застела. Какая мышь? Ты гонишь, что ли? Ты мне я остал. Короче, кто-то из нас очень впечатлительный, кто-то чуть меньше, но. Шуточки не шуточки, но мы находимся, на самом деле, в экстремально опасном месте, потому что каменоломня это очень страшно в первую очередь, потому что если вы находитесь здесь без гида, вы потеряетесь 100%. Серьезно говорю, как вы классно не умели ориентироваться на местности, забудьте. Без гида вы потеряетесь. Я за 10 минут дважды вывел нас в никуда. 2 раза я водил ребят по кругу. 2 раза никто не мог точно сказать, что нам идти не в ту сторону. 2 раза мы петляли. И потом мы вышли. Помимо того, что мы будем сейчас смеяться и дурачиться, потому что это мы везде себя так ведем. И, видимо, места нас прощают, наше поведение такое, потому что такие сильные места, они относятся к нам как к детям. Как к дурачкам просто. Что с нас взять, действительно? Но мы хоть и дурачки и все такое иногда бываем, но мысль мудрую вам скажем. Основной посыл донести до вас — это не то, что здесь страшилки, здесь круто. Основной посыл донести, что здесь опасно. Если без гида пойдете сюда, ребят, есть такие случаи, подтверждающие, что делать такие вылазки я умею, я все знаю, не надо. Эту историю мы обнаружили в интернете, когда готовились к съемкам, и, к сожалению, наш гид Сергей опровергать эту информацию не стал. Один человек лет 35 в обеденное время 30 августа прошлого года вышел на улицу и отправился предположительно оплачивать коммунальные счета, после чего пропал. Так как человек этот жил один, то только 4 сентября, лишь спустя 5 дней, его пропажи хватились. Очень долго человек числился без вести пропавшим, и никто не имел ни малейшего понятия, куда он мог деться. Нашли пропавшего бедолагу случайно, в этой самой пещере, только уже в конце сентября. Так совпало, что в какой-то момент в каменоломне спускается небольшая туристическая группа, состоящая из профессиональных спелеологов, для которых прогулки по подобным местам не являются чем-то необычным. Эта группа решается максимально изучить пещеры и без каких-либо колебаний отправляется покорять самые ее удаленные участки. И именно в самых труднодоступных и непроходимых коридорах любопытные спелеологи-туристы натыкаются на тело человека. Ну а дальше все происходит так, как и положено в подобных ситуациях. Полиция, следователи, судмедэксперты. Зачем, а главное, как этот человек смог пробраться в столь удаленные и труднопроходимые участки пещеры, остается загадкой. Ходят слухи, что в день пропажи бедолага получил зарплату, однако, когда тело подняли наружу, то при погибшем не нашли никаких денег. Просто представьте на секунду, каково это — умирать в темноте от голода, холода и ужаса. И в лишний раз подумайте о своей безопасности, когда в следующий раз будете отправляться в какое-либо странствие в одиночку. Мы же, к слову, узнали об этом случае незадолго до прибытия в Старицу и были, мягко говоря, под впечатлением от прочитанного. Так вот, для общего понимания представьте, что вот пещера, в которой мы находимся, она, вот эта вот ладонь, это вся пещера, вот эти каменоломни, все ее пространство. И то место, по которому мы ходили с гидом, вот тот маршрут, это вот сосредоточен только вот где-то вот на половинке мизинца, вот, да? А вот это все пространство, оно слабо пригодно для туризма какого-то. И гид, например, нам сказал, что в последний раз, например, вот здесь он был лет 20 назад, а в следующий раз он собирается туда отправиться, например, никогда. Представьте, что человек попадает туда, вот просто каким-то образом, он вот
отсюда вот плутает и куда-то вот сюда попадает. Поэтому в очередной раз напоминаем вам, как это может быть опасно. Не удивляйтесь вообще, что у меня яйцо в руке. Я думаю, если внимательно выпуск смотрели, могли бы заметить, почему. Кто-то скажет, что на нем волосики, но это же Кощеево яйцо, он же мужик. Вот. Но волосики это от игрушек мягких, так что не надо ничего такого говорить. Внимание! Достаем иголку. Почему я сейчас это делаю на камеру и на этом ставлю акцент? Потому что мы уже достали, признаться, иголку и вынуждены были вставить ее обратно, потому что камера в этот момент ничего не записывает, но наблюдение, открытие для нас довольно-таки интересное. Кто знает, объясните. Мы как неучи, мы ничего не знаем, поэтому удивляемся любому. Только не надо это матом объяснять. Да. Что вы умнее нас и все вот это. Да, мы относитесь как к взрослым детям. Мужик до старости мальчик, ребенок. Короче, поняли. Смотрите, достаю иглу. То есть ее когда достаешь, у тебя, смотрите, она вся черная, вот посюда. Вот как будто она могла бы быть вот так вот вставлена, и тогда можно было бы сказать, что она окислилась. Но она вставлена была вот так, чтобы никто случайно не вытащил. Что, я не знаю, ребят, почернела игла. Нет, сверху белок идет, а внутри желток. Это так тоже можно объяснить, но почему? Но оно вареное яйцо. Да. Вот в этом и заключается, как по легенде гласит легенда, погибель Кощеева. Мы никого не пугали, если что, до этого момента. Игла у нас есть. Почему черная? Ждем ваши комментарии. Кощеем пахнет, реально. Когда здесь решили делать замок Кощея, напрягли краеведов, чтобы они нашли какое-то, обоснование, почему именно здесь Кощей. И краеведы нашли упоминание о каком-то худом кузнеце, который жил на окраине Старицы и ковал какие-то очень крутые уникальные серпы с какой-то особенным металлом, заточкой, я не знаю, которые круто все резали, не тупились и так далее. И, в общем-то, человек этот был странный, такой какой-то полунемой, высокий, 2 метра ростом, ниже Сереги на голову приблизительно, то есть. И это самое... Да, очень жилистый, худой, с трудом говорил как-то там немой. Чем-то такой похож на образ Кощея, да. То есть такой худой, такой вот это сам. И, в общем-то, вот под этого кузнеца, под это вот местечко и подвели вот такую вот какую-то базу. Почему Старица может быть родиной Кощея Бессмертного. Теперь, когда мы имеем примерное описание прародителя образа Кощея Бессмертного, нам стало интересно, как различные нейросети справятся с генерацией его образа по ключевым запросам. Итак, что мы имеем? Это старый высокий человек, он худой и жилистый, живет где-то на окраине старой деревни, занимается кузнечным ремеслом, изготавливая очень острые серпы. Какая же нейросеть лучше справится с таким запросом? Вот работы известной нейросети Midjourney. Прародитель образа Кощея получился больше похожим на какого-то варвара из игры типа Diablo. А вот так худого, жилистого и высокого кузнеца видит нейросеть DALL-E 3. Очень достойный образ. Это действительно жилистые худые мужчины, трудящиеся над каким-то оружием. И, наконец, отечественная нейросеть Кандински. Кто, как не она, должна понять всю суть нашего запроса. Несмотря на явные технические косяки, мы получаем, пожалуй, самые реалистичные изображения. Но все это время речь шла о прародителе образа. Давайте же теперь конкретизируем свой запрос и, что называется, прямым текстом попросим нейросети изобразить Кощея Бессмертного. Для полноты картины укажем, что этот персонаж должен быть в черной одежде, с короной на голове и в окружении цепей. Нам так видится классический образ этого персонажа. Midjourney выдает нам невероятно красивую и качественную работу, но вот только это изображение больше похоже не на Кощея Бессмертного, а на какого-то древнего ассасина или тамплиера, заточенного в плен. А вот нейросеть DALL-E 3, если задуматься, выдает максимально философский результат. Судите сами. Вот Кощей, а вот его бессмертие. Очень круто, но выглядит не так реалистично, как предыдущая работа от конкурента.
Ну и, наконец, вновь обращаемся к отечественным разработчикам. Попадание в образ и атмосферу, на наш взгляд, у лаборатории Кандински идеальное, как ни крути. Без 5 минут самый что ни на есть Кощей Бессмертный, как мы себе его и представляли. Как мы видим, нейросети изобразили в корень разные работы, не похожие друг на друга, что называется на любой вкус и цвет. А каким вы представляли себе Кощея? Похоже ли это на то, что нам показывают нейросети? Напишите в комментариях, какой образ больше всего соответствует вашим представлениям об этом культовом персонаже. Нам сказали, что прототип Кощея, он был кузнец. То есть он знал, как ковать, чтобы это очень остро было, качественно, не тупилось. И я подумал, что в сказках Кощея показывают обычно в броне. С оружием. Черный такой, да, в одежде. Это рыцарь. И корону. Ну да, и бессмертный он. Есть также легенда про источник, который с крыш, с потолка капает. Пещеры. Якобы в какой-то пещере есть с потолка капает источник, есть такие ходы, и там капает источник, и тот, кто регулярно пьет эту водичку, тот становится бессмертным. Вот так вот. То есть многие тоже люди, кто эзотерически настроен, они пытаются найти этот источник, понятно, да? Ну, то есть это вот мы с вами разбираем прям по легендам то, что больше всего хочет человек. Так как он жил тут, может быть, он себе наковал такую броню, оружие, и род вообще Кощеевых, в принципе, может идти на много столетий до того, как мы знаем, кто реально был оригинальный прототип. И вот этот вот человек... Он, старый, тощий, потому что ты получаешь от источника... Опять на палец вода капнула. Получаешь от источника с бессмертием силы такие. И понятное дело, что он что-то забирать будет. Это же не источник вечной молодости. То есть, может быть, бессмертие, ты будешь стареть и выглядеть подобающе под свои года, но что-то будет удерживать, и ты не вывалишься из этой кожи, кости не развалятся, как-то так. И вот он наковал себе броню, оружие. И это может быть реальное существо. И может быть он сейчас где-то находится в окаменелом таком состоянии, но при этом живет. То есть по факту он бессмертный. То, что ты сейчас сказал, просто 3 легенды в одной получается. Легенда о Кощее Бессмертном, который другую легенду источник в себя впитал и окаменился в этой же пещере до поры до времени, для того, чтобы, когда пробьет час, чтобы раскамениться, пойти в этом источнику, восстановиться, который в этой же пещере, по поверьям, есть. И, возможно, один из камней, это тоже он, исходя из легенд. Когда-то здесь проходили солдаты Наполеона. Уже само по себе странное событие, потому что Наполеон и наступал, и отступал по Смоленской дороге, то есть в совершенно другом месте. И якобы какой-то из французских солдат или несколько солдат погнались за девушкой. И девушка побежала в пещеру. И они побежали за ней, бежали, а потом смотрят, девушка окаменела. Для того, чтобы не попасть в лапы солдатам с целью каких-то интимно-насильственных действий, ее пещера сделала камнем. Якобы где-то в пещере есть статуя девушки окаменелой. В какой-то из старецких пещер. Это просто такая... так как неизвестно в какой именно, возможно, и в этой. Да, возможно, и в этой. Теория вероятности. По теории вероятности, любой камень здесь может быть девушкой. И по этой логике... То есть вполне он мог быть тут. Вот эти легенды про эту пещеру, то по этому алгоритму Кощей Бессмертный действительно может быть в этой пещере среди нас, но если так за уши притягивает. Тем не менее, вот. Душегусь? Там у него кролик внутри, и яйцо, и иголочка. Все надежно сохраняется. Но и пока этот ларец с нами, условный, нам ничего не должно угрожать. Понимаешь, это наш козырь. Вот над нами 22 метра вот этого всего, высота, понимаете? То есть, мы глубоко. Но горизонтально глубоко мы на 200 метров. Куда ты пошел-то уже? Тебе с камерой надо идти, не одному. Как мы тут спать будем? В мешках. Ну да, мы не сможем уехать отсюда. Это физически мы теперь не сможем сделать. Я с чего начал-то? Я прям вижу комментарии из будущего. Просто представь, пишет комментарий. Ой, городские, 200 метров в пещеру зашли. Да что с вас взять-то? Вот когда на 200 километров зайдете, как я тем летом, грибы собирал, ходил по пещерам. Вот это я понимаю. А вы чем тут хвастаетесь? Чисто нагнедаете одним своим балабольцем. Ни о чем канал.
Когда будем засыпать, каждый будет думать о своем, а каждый слышит свое. А может быть коллективные галлюцинации. Может быть ничего этого не будет. То есть, мне кажется, если ты приезжаешь, если у места есть какая-то сила, действительно, она проявится вне зависимости от того, в каком ты состоянии И находишься. да, вот, правильно. И поэтому мы сегодня зарядим здесь фотоловушки. Как обычно, какая-то сбой даст, там, перегорит, отключится. Как вот, но какие-то все равно должны что-то дозаписать. И одну мы, наверное, на входе даже самую первую оставим. Вы, короче, Сань, ты где? Тихо, Илья. Ребят, короче, Саша ушел туда, ну, с фонариком. Саша колонкой подключен телефон, и он отошел за угол, что-то там фотографирует. Он, видимо, где-то мимо прошел, и сигнал до Wi-Fi, до колонки добежал с телефона, и она пернула, и мы сейчас испугались. Ребят, короче, Саша ушел туда, ну, с фонариком. Подожди, стой, может он наоборот как помощи ищет или что? Или может это не он? Правее, пройдите, увидите меня вдалеке. Что это? Я вообще мы не понимаем, откуда ты. Ты слышишь? А мы не знаем, где ты. Ну, пройдите чуть вперед. Куда? По веревке? Я отсюда просто издалека свет вижу, вас не вижу. Сань, ты потерялся? Стой, стой, я тебя вижу. О, летучая мышь летает, я видел. Ты как туда попал? Вот она моей головой, чик-чирик. Ты помнишь, не надо выходить? Стой там, я иду за тобой. Погоди, нельзя разделяться. Сань, ну ты что, гонишь, что ли? Ну тебе же говорили, не делай тут эту хуйню. Стой, как тебя обойти? Ты заблудился или что? Сань, ты знаешь, куда идти обратно, если что? А, я думал, ты в беде, пи***р, ебаный, блядь. Ну ты пи***ц, Саша. Я думал, он не знает, как идти, он видит свет и обход. Не-не, ты думал, что в беде Саша, а в беде, оказывается, Илья ему за Citroёn кредит платить. Я думал, ты потерялся в пещерах и хотел отправиться искать тебя. Я очень начал переживать. Звоните в полицию, скажите, что я пропал. Блин, Ты же здесь, дурак. мы же тебя видим. А вот смотри, он в шапке, он думает, что это шапка-невидимка. А, вы ему так и не сказали? Сань, плохие новости, Сань. Тебя видно. Блин, штаны надеть. Кстати говоря, если брать в пример печально известные случаи, связанные с пещерами в целом, то на ум тут же приходит самая резонансная история про гибель спелеолога в одной из пещер Соединенных Штатов Америки. 26-летний Джон Джонс, у которого была любящая жена и дочь, в какой-то момент своей печальной биографии прибывает в пещеру Натти-Патти, находящейся недалеко от Солт-Лейк-Сити, вместе с 9 своими друзьями. Внутри пещеры было одно популярное у экстремальных туристов место – чрезвычайно узкий проход, известный как Родовой канал. Как следует выдохнув для уменьшения объемов грудной клетки, Джон целиком и полностью протиснулся вниз головой в этот проход, ведущий на нижние этажи пещеры. Спустя какое-то время Джон решил, что ошибся проходом, и к Родовому каналу эта расщелина не имеет никакого отношения. Нужно было возвращаться назад, но место было настолько узким, что развернуться в какую-либо сторону не представлялось возможным. Поэтому Джон решил, единственное, что можно было сделать, это продолжать продвигаться вниз головой дальше по расщелине, тем более, что ему показалось, будто он увидел расширение стен впереди. Но никакого расширения дальше не оказалось, и Джон намертво застрял в этой расщелине. Ближе к полуночи прибыли спасатели, но толку от них было немного, так как проход, из которого шла расщелина вниз, был настолько мал, что там мог поместиться только один взрослый человек, использующий только ручные инструменты. Самое худшее в этой ситуации было то, что спелеолог застрял головой вниз, и когда спасателям наконец удалось чуть-чуть вытащить Джона обратно, одно из спецкреплений сломалось, и Джон, потеряв сознание, вновь ушел вниз. Спустя 27 часов тщетных попыток спасти спелеолога, врачи констатировали смерть Джона. После этой трагедии было решено законсервировать
опасную пещеру навсегда. Но самое ужасное, что тело Джона так и не вынули на поверхность, так как после его гибели родные приняли решение о том, что дальше рисковать жизнями спасателей ради извлечения уже мертвого тела, а это действительно было опасно, считалось нецелесообразным. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваше видео выглядело так же, обращайтесь к нам в posttravel.ru. Ссылка на нас будет в описании. До свидания. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы отправляемся с клубком на изведывание Вдвоем. неизвестных территорий для нас. Кстати, я уверен, что и для вас тоже. Короче, у нас есть клубки, сейчас мы эти клубки будем разматывать и по ним идти, получается, в те места, где мы еще не были. Клубок волшебный из сказок. Если мы говорим про Кощея Бессмертного, там скатерть-самобранки, русские печи, чего, правда, в выпуске нет, но я так на ум что приходит. У нас есть волшебный клубочек, и он как в сказках, которые ложь, да в них намек, они всегда куда-то скачут да указывают путь. И сейчас вот эти нитки у нас, которые здесь с собой, мы берем как за ориентир вот этот сказочный, ближайший. Они нам будут указывать путь как в ту сторону, вглубь пещеры, так и обратно. Ну все, погнали? Только смотри, не наступаем на нее, иначе... Да, давай клубок я беру и отматываю его. Все, только аккуратно, дело нарвется. Не в натяг. Ну все, давайте, пацаны, ни пуха, ни пера. К черту, блин, сплюнь. Смотри, какой тут обрушенный. А может, сюда нельзя было заходить? Не знаю, смотри, они вообще еле держатся. Смотри, ребят. На соплях, что называется. Вообще прям жесть просто. Короче, ребят, может быть, немножечко сумбурно это все выглядит. Блин, тут здесь так водище. Нет, здесь мы точно не были. А вот я боюсь, что веревка размокнет на воде и порвется. Но она никуда не денется, потому что здесь не ветрено. Выглядит немного сумбурно все это, возможно, в одну камеру. Так, здесь надо определиться, лево или право. Блять, я в воду наступил в какую-то. А что тут? А, тут воды, что ли, прибавилось? Слышь, заметь, пар изо рта повалил. Лёг, стой здесь, ладно? Мы тоже решили пройтись за ребятами по клубку, посмотреть, куда они ушли. Вот тут лежит начало клубка. Сейчас мы его отвяжем и пойдем. Привет. Чего? Я кругаля дал. А как ты понял, что там кругаля можно дать? Я просто за угол зашел и, короче, на двойное отвлечение такое идет. Я подумал, что я просто обратно вернулся. Испугался и начал идти, короче. И подумал, что обратно же в эту сторону выйду. А что ты мне говоришь, тут жди, такой интересный. Ну, нормально все? Получается у нас. Или что такое испуганное? Не, я сказал, жди, потому что мне показалось, ну, знаешь, это как поблескивание такое, мне казалось, там эти ледяные со светами вот эти вот, как... Я просто боюсь его порвать. Да не порвем. Вот в натяжку, смотри как. Я сейчас еще больше из глаз даю. Жесть, блин, это точно не туристический маршрут, я хочу сказать. Стой, сейчас самое главное здесь ее не порвать. Иди очень аккуратно здесь, я камни по ногами слышу, как двигаются. Смотри, видишь? Я погодь. Офигеть. Значки какие-то. Ничего, лево, право. Подожди, от нитки далеко не отходим. Ну тут стой. Тут вниз идет, как штольня. Ну, нет, это не так удобно, как мы ходили. Короче, надо туда идти. Куда? Туда, там как вниз уходит углубление. Брать клубок и... А вот клубок сейчас возьмем, пойдем. Надо только вернуться по нитке обратно в лагерь, обсудить это с ребятами, может, они тоже хотят пройтись. Здесь еще не впадло так это мараться?
А где Санек? Не-не, вы смеетесь зря, вы сейчас пойдете по нашей нитке красной и дойдете, где... Да, мы решили изменить челлендж. Теперь вы идете по этой нитке, доходите. Там, где клубок свернутый, вы найдете его свернутый и проложите маршрут до конца клубка, влево или вправо. Там есть куда идти? Мы вглубь углубились. Да не, на самом деле там немного. Оно уходит к выходу ж туда. Не. А мы в другую сторону Мы пошли. пошли в другую сторону. Сейчас вы по клубку, когда идете, просто, наверное, идите, попробуйте, давайте. Идите еще столько, сколько мы прошли. До конца клубка. И сделайте выбор, лево или право. Но не разрубите нить, следите за ней. Так, вот тут что-то оно натянуто. Как-то не очень комфортно, да? Нихуя куда не полезли. А, вот, глубоко. Пошел. Это путь. Они предложили его дальше разматывать идти. Ну, пойдем. Лево или право. Просто где, если будет совсем мерзко лезть, Ага. я, конечно, не полезу. Ну, я тоже не полезу. Так. А ты бы один бы сюда смог полезть? Не, я боюсь, но я боюсь того, что потолок обрушится. А. Налево. Налево пойдем. Ты главное не натягивай. Просто ее веди, да, потому что... Не, если бы она была катушкой, было бы удобно. Ну лучше так, чем порвать ее. Тут умирать, конечно, вообще трэш. Скользко, осторожно. Это страшно выглядит уже. Ну да, тут потолок, вот эти пласты обвалились, вот они. Да. Осторожно, глина. Ага. Че как-то стремнее, слушай. По-моему, даже они сюда не залезли бы. Знаешь. А подожди, какой вон наша нитка, мы круг дали. Смотри, смотри, они еще не знают. Об этом. Мы пролезем не где нитка идет, а вот тут. Ну давай попробуем. И оставим ее вот за этой скалы. Давай, да? Где оставим ее? За куском вот этой скалы, сюда ее привьем. Они же не знают, что она вот оттуда выйдет. Да, давай. То есть просто смотри, я вот этот клубок кладу вот сюда, Ага, они его не видят. ага. И вот она идет тут. А петля идет вот вокруг. Главное, чтобы они поняли, а то это будет не очень прикольно. Да, они поймут по-любому. Это первая наша пещера, но мы подошли к ней максимально ответственно, профессионально. Мы используем веревки, исключительно веревки, мы возвращаемся, мы проходим маршруты повторно, мы советуемся, совещаемся с коллегами, с друзьями и принимаем какие-то последующие логичные решения для продолжения движения по маршруту, который мы изведуем. А теперь пойдите дальше, куда мы дошли. Вы просто охуите сейчас. Так. А потом я говорю, как кончится веревка, Не, гуськом хотите, попробуем пойдемте еще раз разделиться. все вместе. Вы идите вперед, мы за вами. Такую, знаешь, что? Я почему не знаю, почему никто не додумался, ребят. Зачем эта веревка? Если можно было брать с собой много баллончиков Белой с яркой краской, с белой, да, и идти просто... Тут все так и делают, поэтому теперь все путаются. И тянуть сплошной маршрут, как нитью. Так... Такая ситуация получилась, что вначале мы прошли 50 там, метров с чем-то, потом ребята 50 метров, короче, нормально, там через клубок мы продвигались по очереди внутрь, и сейчас там осталось чуть-чуть от клубка, и получается, что мы вместе пойдем забирать клубок, наверное, чтобы мусор свернуть. Либо чуть-чуть его дальше развернем, посмотрим, что там, либо заберем просто мусор, смотаем его, как нас спросил гид. Вот. А, слышишь, Сережа, они вообще по готовеньку, по нашей ниточке шли, естественно, Да. им проще было. Как мы сматывать будем, я вот думаю. Как бы это все не обрушилось, когда так много людей, да? А что за прикол? В смысле прикол? Вы налево или направо пошли? Ой, вот эти тупые шутки, их на... Что там? Ну чё тут? Вот он, блядь. Клубок-то, вот. Ой, блядь, как смешно. Клубок. А зачем его порвали? Они его не порвали, его они вокруг обвели. Так, ну короче, получается мы сейчас закольцуемся где-то тут. Мы уже запутались в своем клубке. И тут ничего особенного, Сереж.
Ну а в чем прикол? Ни в чем, Леш, забей, тупые шутки уже сказал ответ. Давайте искать маршрут дальше. Белек, бери клубок, кто-то идет через тот проход, выйдем, где ты вошел. А там что? Просто смотрю, что, а что? Я говорю, удочки сматываю. Смотри. Блин, я не верю, что мы это делаем до сих пор. Это какой-то абсурд для меня. Сюрреализм. Не уверен, не лезь. Не, да, там просто идет... Что там, полезли туда? Не, я думаю, там смысл. Я не знаю, как это будет выглядеть на монтаже. Получается какая-то хаотичная каша. Одни лезут, другие лезут. Размотали, замотали. Но мы полезли туда, куда нас гид не провожал, в другой туннель. Может быть, нам кажется, что это очень далеко. Илья, поснимай сюда. Сейчас у меня фонарь сел на камере. Вообще с концами? Да. Вообще насмерть. Надо обращаться, сейчас фонари сажаются. А камера не снимает, соответственно? Ну, как она? Ну, вид твой фонарь. Короче, у нас первый фонарь зарядился, как в фильмах ужасах. Нам надо возвращаться в лагерь. Сережа, это не шутка. Да ладно, ща, Илюх, слышь, поснимай. А ну не фонаря нет. Не видно, да, ни хера. Ну хочешь вот это возьми, но он ничего не даст. Сереж, А. ты тут? Да. Там обход есть? Ты где тут? Тут. Я тебя вижу. Привет. Не, Санек вылез. Блин, Сань, там обойти можно как-то? Вот, с бутылкой. О, нитка есть, тут кто-то лазил. Сереж, ты слышишь, что тебе говорят? Лампы разрядились. Все, Сань, возвращайся, лампы возрядились. Я сматываю уже, сейчас я уже с волей вашего видимости исчезну. Ну стой, ну подожди, сейчас Саня вылезет. Нет, Саня, это отдельная история, сам пускай. Давай, дорогу вот ищет. идет веревка, вот идет. Слышь, в натуре веревка, пацаны. Да кто так кругом навалено? Стой, на ней что-то есть. В смысле? Ну, ща вот я снимаю. А что на ней есть? Но она идет в обвал. А, да? Да. Какой обвал? А, бобина на ней, прикинь. Ай. Бобину как якорь кто-то использовал. От леса, катушка. Ну, я понимаю. Ну, давай, пойдем пока вернемся. Вот теперь испачкался. Что вообще есть, как будто голубей обосранный. Нам есть чем лампу? А, нечем, да, заряжать лампу? У нас есть две большие. А нам еще выбираться утром, тут же солнце не будет светить. Ну не дайте без геройства, ну должна здравая логика быть, хоть у кого-то. Лампа села, а не дальше давайте Это реально лезть. правильный момент, его надо показать, чтобы если вот кто полезет, такие как мы, чтобы, ребят, без товарища, если вы без гида, без товарища, у которого, сука, мозги на месте, без, блядь, адреналиновых яиц, даже не думайте сюда лезть, потом вы ему даже спасибо не скажете, когда пропадете, потому что вы не пропадете. Happy holiday, Алексей. Разорвалось чуть-чуть. Но это мы уже отряхнули часть какую-то, сильно впитавшиеся пятна вот только остались. Но там вот такая щель, ну, вот такая вот. В принципе, вроде кажется, да, она огромная, но просто влага вот эта вот вся, влажность, сырость, и ты просто ползешь и пачкаешься, это отстой полный. Я думаю, видео в принципе все объемы сожрет, и для зрителя будет это все, знаешь, как вот так вот. Ну скажут, ну чуваки там на окраине пещеры потусовались, что-то там поснимали. А на самом деле... Ну, я не любитель пещер, приятного тут мало, скажем так. А в смысле, какие окраины пещеры? Ну, и зритель так может сказать, что тут не передается весь этот масштаб. А, ну потому что он не передается масштаб, потому что здесь везде камни. 100 метров вперед, 100 метров назад. Это на поверхности такое расстояние кажется незначительным. В пещерах же все ощущается совсем не так. Особенно, если ты занимаешься их изучением в первый раз. Время тянется в вечность, и тебе кажется, что ты прошел уже буквально километры. Все кругом капает, с потолков что-то падает, а у тебя стойкое ощущение, что тебя кто-то преследует. И чем дальше ты уходишь от лагеря, тем более запущенные и непригодные для перемещения туннели начинают тебя окружать. Совершенно верно. Львиная доля материала, который удалось снять в таких условиях, это темные замкнутые коридоры из камней. Все трясется, мелькает, зрители же постоянно видят чьи-то спины. И при этом весь окружающий вас декор практически не меняется. Поэтому после монтажа могло показаться, что разведка пещеры длилась лишь несколько минут, но это, мягко говоря, не так. Очень много материала приходится обрезать на монтаже, чтобы не рушить хронологию и логичность повествования. Но для тех, кому вечно всего мало, можем сказать, что у нас есть телеграм-канал, куда мы обязательно опубликуем не вошедшие в выпуск фрагменты той поездки. А это почти 40 минут бонусного материала, состоящего из шуток категории 18+. Вначале покажу вам городишко, а потом ближе к вечеру...
Не, ближе к вечеру мы вам расскажем. Как мы нахуились. Ну да, так-то. Помимо этого, в своем телеграме мы делимся фотографиями с поездок, планами на будущее и прочими моментами из жизни. Кстати, ждем в комментариях под этим видео ваши предложения, куда можно поехать и поснимать что-нибудь мистическое. Мы очень тщательно изучаем все ваши комментарии, письма на нашу почту. Кстати говоря, последние выпуски были сняты на основе вот этой информации, которую вы нам присылаете. Так, например, у нас уже отснят и находится на монтаже выпуск про поездку в Запорожье и Донецк. Наши хейтеры часто пишут нам, мол, скатайтесь в зону СВО, в окопы, там, мистику поснимайте. Можем сказать вам, что вызов был принят, и скоро мы покажем вам итоги этого вызова. А еще, помимо поездки в зону СВО, мы уже отсняли часть материала на тему странных происшествий в филиале одного известного московского института. Лектор этого учебного заведения пригласил нас изучить одно очень интересное дельце. И этот выпуск тоже скоро увидит свет. Ровно как и находится в разработке несколько выпусков, бенефициарами которых выступают наши подписчики, утверждающие, что обнаружили кое-что интересное из разряда чертовщина какая-то происходит. Также на стадии обсуждения пребывает наша традиционная майская поездка в какое-нибудь интересное фольклорное место с мрачным флером, куда мы, по традиции, возьмем с собой палатку, гитару. Ну, вы понимаете, кулинария, костер, ночевка на свежем воздухе. Поэтому все, кто поддерживает такой минимальный план наших дальнейших действий, поставьте лайк под этим видео, чтобы мы видели, что вам интересны подобные активности, и мы в обязательном порядке приступим к их реализации. Ну а чтобы удостовериться, получилось у нас все это реализовать или нет, не забудьте подписаться на канал и лично проконтролировать результат всех наших ближайших поездок. Что можно делать в пещере, когда тут остаешься на целую ночь? Можно взять варган, который у вас, естественно, на такой случай был в кармане. Какую мелодию Бурзум будем играть? Может быть, этот? Велен. Наложишь потом гитары, ладно? А просто, ну да, он маленький, поэтому зубы... У тебя рот неумелый просто. Не? Меня прям розетка коротит. Да ну нафиг. Это ты вот так вот ртом? Прям в MP3? Это аккомпанемент просто еще. А у нас не будет нарушения авторского права? Наценишь, поэт. Сейчас будет самая интересная часть, ребят. Мы возвращаемся наверх, чтобы начать устанавливать камеры. Короче, одну камеру мы оставляем на поверхности. Тут, то есть, где -1 сейчас. То есть это еще улица. И даже мы знаешь, как сделаем? Короче, первая камера будет контролировать вход основной в пещерную группу. То есть, вот здесь куда мы сейчас спускаться будем. То есть отсюда все заходят в пещеру. Во, вот так. Вместе других спусков нет. Во. А сможешь ее включить так? Ее хватит, ну на 2-3 часа хватит, но у нас по-любому будет хоть какой-то материал. То есть вот, даже если она разрядится, 2 часа она тут поработает. Диктофон пишет. И давайте вот сюда, например. Главное, запоминайте. Здесь вообще никто не спалит. У нас осталось 4 камеры. Одну какую-то по пути мы должны сейчас будем установить. А, знак, где, короче, белый. Это далеко отсюда? Не, ну вот знак белый будет после поворота. Вот сюда, вот напротив, вот так вот. Вот позиция. Илюх. Вам самим вот интересно, вот, ну я понимаю, что ничего не будет, но тем не менее, что может
пачка камер заснять ночью в пещере. В тот момент, когда мы на пару там другую часов заснем, все-таки мы будем снимать уже естественную обстановку и атмосферу этого места, пещеры. Глаза, с ними связана легенда, как мы говорили ранее. Они моргают. Что они моргают, ну посмотрим. Как ты думаешь, сколько человек до нас пыталось это вычислить посредством видеофиксации? Я думаю, в интернете таких материалов нет. Я думаю, таких нет материалов, поэтому мы ставим вот сюда. Она работает уже, пишет, по идее. Так, смотрите, ребят, и одну камеру вот я включаю. Мы вот сюда ставим, вот на такой искосок, потому что ты больше никак не зафиксируешь, но получается, что она вот так наверх в эту расщелину, ну, угол обзора должен что-то выхватывать. Здесь мы видели, как мыши сюда залетали, вылетали отсюда. Осталась еще одна камера, я хочу, чтобы Сережа сказал, куда ее поставить. Ну, одну на лагерь, где мы спать будем все вместе. Куда? Ну, а где мы будем спать все вместе? А вот, смотри, вот у камней камнями обложимся. Так как мы не уверены до конца, что камеры в абсолютной темноте, которая тут будет, когда мы выключим все лампы. Будь здоров. Мрак здесь правду говоришь. Правду говоришь, значит. Правда, конечно, ну и так понятно, пещера, тут солнце не светит, тем более ночью. Да? У нас есть такой набор, в общем, светящиеся палочки, знаете, которые гнешь, и они какое-то время светятся. Ну, накидать их, чтобы, как сказать, ну, в общем, какое-то минимальное наличие света будет точно давать нам гарантию того, что камера будет снимать стену. Вот так вот. Я не знаю, как долго вообще вот эта тема работает. Ништяк, кровать. Привет, Серега. Привет. Что делаешь? Привет. Блин, да, сейчас бы борща, ребят, если вы сейчас, короче, смотрите в тепле, в уюте это все, пожалуйста, сходите, заварите себе кипятка, добавьте туда пельмени. Старый добрый кипяток, блин. Да, пельмени с майонезом, лавровый лист, господи, как хочется есть. Хочется есть невероятно сильно. Это единственный выпуск, спускаясь в пещеру на почти, блин... У нас там сырки оставались. Да! Прикинь! Давай сырки! Там 6 сырков, дружба! Я так о еде мечтал. Я здесь уже нахожусь почти 20 часов. Ребята! И сейчас случайно, пока говорил про то, что если вы сидите, смотрите это все за компьютером, заварите себе пельмени, покушайте, и тут Алексей напоминает мне, что у нас, смотрите сюда, Осталась дружба. у нас остались вот эти сырки, господи, смотри, сколько их много, их 6 штук, смотри, как это выглядит. Это слитки золота. Это как слитки, это дороже, это бесценно. А то есть завтра, когда кто-то срежет нитку, по которой мы возвращаемся назад, и мы будем думать, почему мы так сырки-то быстро сожрали? Подожди, где, как это зло открывается? Я мечтал о еде. Господь существует. Пацаны, даже ничего не прилипло к фольге. И девчонки, смотрите. Говно. Как же вкусно. Пища богов. Погоди, пища богов, ты что, хозяйственное мыло жрешь? Слушай, серьезно, что ли? Давайте быстренько пробежимся по тому, что фиксировали диктофоны и фотоловушки той ночью. Нам придется придраться ко всем мелочам, которые удалось обнаружить. Так, например, фотоловушка на поверхности разрядилась достаточно быстро из-за больших морозов, выпавших на ту ночь. Но прежде чем она выключилась, в кадр успела влезть какая-то морозостойкая гадина и потрясти своими усами. Фотоловушка, направленная на рисунок солнца, ничего кроме сквозняков и капели не выявила. Типичная пещера в кадре. Страннее всего повела себя фотоловушка, направленная на расщелину. Она единственная, кто не перевелся в режим ночного видения при активации. Возможно, это просто глюк, а может быть, камера испортилась. Мы до сих пор не проверяли этого. Но именно эта камера, единственная из всех, смогла записать хоть какие-то звуки, кроме падения капель ветра. Любопытно, но не более.
Камера, снимающая глаза, тоже не зафиксировала никаких видимых отклонений. Но нас в который раз порадовал тот факт, что наши фотоловушки могут так хорошо снимать в условиях абсолютной темноты. Камера, установленная на наш лагерь, ничего, кроме Ильи, который всю ночь реагировал на естественные шумы пещеры, тоже не сняла. Но вы ведь помните, что мы еще устанавливали диктофон возле входа. Самое интересное запечатлил именно он. Примерно в 9 утра происходит следующее. Веревка, что ли? Мальчики просто захотели стрима. Мы бы очень хотели, чтобы эти голоса так и остались тайной, покрытой мраком, но в дальнейшем оказалось, что это местные гиды, увидев, что наша машина, припаркованная возле пещеры, никуда не уезжает на протяжении ночи, отправились на наши поиски, думая, что мы заблудились. Мы это знаем, так как гиды дошли до нашего лагеря. Здрасте. А вы ваш стоит, да? Да. А местные жители панику подняли уже. Чего? А местные жители уже панику подняли. Что за паника? Мальчики потерялись. Да, конечно. Пошли потерять. Мы просто веревку натянут, без веревки потеряли. У нас это раз в году придумали. Да мы с гидом тут были. Люди тут были. Вот это как раз гид. Ладно, хорошо. Вы не потерялись. Слава Богу. Веревочку не трогайте. Вы не очень хорошо запомнили. Вы просто никак не сказать. Ну спасибо в любом случае. Что же, людям, которые искренне не понимают, как той ночью мы не смогли обнаружить Кощея Бессмертного и не показать его вам, тем самым дав повод написать в комментариях, что все галимая постанова, мы выражаем свои самые искренние соболезнования. Мы вас понимаем и тоже расстроились по этому поводу. Ну а всем адекватным зрителям, которые понимают, что тупо с наскоку практически невозможно снять что-то невообразимо немыслимое, хотим сказать, что мы не теряем надежды однажды что-то дозафиксировать. Но когда это случится, никто не знает. Ночью проснулись мы, вроде даже живо-здоровы. И проснулись мы не из-за того, что выспались, а из-за того, что сюда пришли люди. Я больше в пещеру не ногой. Ну и последнее, что хочется сказать. Под предыдущим нашим выпуском первой части пещеры очень многие зрители спрашивали, задавали вопрос, зачем наш гид с собой носил 2 гантели. И, если честно, я немного в недоумении, потому что, по-моему, это, очевидная вещь такая, что это, модная такая фитнес-фишечка, скажем так, когда ты берешь с собой специально какие-то грузики, идешь вот так этими машешь, полной грудью дышишь. Это, дополнительная нагрузка для того, чтобы там стимулировать организм. По-моему, это было очевидно. То, что это, может быть, немножечко выглядит абсурдно, глупо, я согласен, да? Туповато выглядит. Ладно, в любом случае, Илюх, все, да выключаемся тогда, все сняли. Ты тут приберись, я уж сам дальше. О, гиря! Что же, в который раз мы покидаем Тверскую область с ощущением того, что наши выходные прошли на полную катушку. Старица – это небольшой городок с большим историческим прошлым.
Красивый, атмосферный и по-своему уникальный. Каменоломни, в которых мы провели ту ночь, с 12 века снабжала всю нашу необъятную страну уникальным известняком, известным как Старицкий мрамор. Монастыри Вологодской области, крепостные стены Смоленска, даже стены Московского Кремля не смогли обойтись без услуг старицких камнебоев. Эти рукотворные пещеры представляли из себя не только место, в котором происходила опасная и рутинная работа, но и являли собой источник исторических наследий по всей России. Конечно, об этом мало кто задумывается, но по большому счету похожие параллели можно провести с любым нашим городом. И мы обязательно продолжим и дальше выискивать различные интересные детали и закономерности по всей территории нашей Родины. Ну а если вам близок такой легкий и непринужденный подход к контенту, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить многочисленные путешествия по России, которые ждут всех нас в дальнейшем. Что касается Кощея Бессмертного, несмотря на то, что нам не удалось столкнуться с ним нос к носу в той пещере, мы по-прежнему убеждены, что где-то жил, а может быть и живет до сих пор, тот человек, который с вероятностью 99,9% является прародителем того самого образа костлявого, жилистого, высокого старика, ревниво оберегающего секрет своего бессмертия от назойливых искателей приключений. Ведь помните, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Привет, Россия! Привет, мир!